Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сегодня, можно сказать, специальный выпуск, потому что муж меня попросил приготовить то блюдо, которое он очень любит. И еще он специальный, потому что это блюдо будет с картофелем. Вы часто спрашиваете, ем ли я вообще картошку, картофель. Отвечаю, за время, пока я сидела на разнообразных диетах, просто отвыкла от картофеля, готовлю его очень редко и в основном по просьбам членов моей семьи. Просят либо дети, либо сегодня муж. И вот такой вкусный, простой рецепт, который мы с вами будем готовить в одной кастрюле, попросил меня приготовить муж. И, конечно же, я делюсь с удовольствием этим рецептом с вами. Начинаем готовить. Я включила самый маленький огонь и отправляю 40 граммов сливочного масла. Это придаст нашему блюду очень-очень нежный вкус. Пока масло растапливается, разогревается в кастрюле, я нарезаю средними кусочками куриные желудочки. Желудочков у меня 1 килограмм. Желудочки я предварительно, конечно же, промыла, избавившись от всего ненужного. И просто их нарезаю. Масло у меня растопилось, и перед тем, как отправлять туда желудочки, я с помощью лопаточки смазываю стены кастрюли для того, чтобы наши желудочки во время жарки не прилипали. Отправляем желудки в кастрюлю. Сейчас я прибавлю огонь до среднего, и наша задача обжарить желудки. Еще это очень простое, но по-своему гениальное блюдо любит много лука. Я добавляю 4 средних луковицы. Если у вас лук крупный, то возьмите 3 штучки. Тут, как говорится, лучше больше, чем меньше. Вот такое большое количество лука отправляем к нашим желудочкам. В конце, когда блюдо будет готово, он превратится по сути в соус. Это будет очень вкусно. Это один из секретов приготовления. После добавления я хорошенечко перчу, потому что муж любит, когда перчика побольше. Вы перчите на ваш вкус. И сейчас, конечно, нужно все будет интенсивно перемешать, для того, чтобы лук и желудки обжаривались равномерно. Пахнет уже очень вкусно. Теперь 3-5 минут обжариваем желудочки с луком на среднем огне, ну и, конечно, не забываем помешивать. Лук и желудочки поджарились около 5 минут. Теперь я добавляю пол-литра воды. Больше воды совсем не нужно, вот так, чтобы они были вскрыть покрыты. Накрываю крышкой, убавляю огонь до минимального и оставляю томиться на 30-40 минут. Пока желудочки у нас томятся, я подготавливаю картофель. Нарезаю я его достаточно крупно, вот на такие кусочки. Получается очень вкусно. Прошло 40 минут. Вот так аппетитно выглядят наши желудочки с луком. Самое время отправить к ним картофель, который я достаточно крупно порезала. И еще добавляю пол-литра воды. Теперь, когда я добавила жидкость, хорошенечко все перемешиваю, для того, чтобы у нас получилась сочная, аппетитная, ароматная подливка. Следом накрываю крышкой и оставляю на медленном огне около 15 минут до готовности картофеля, ну и всего нашего блюда. Итак, картофель почти готов. Я проверяла. Остается посолить. Конечно же, делаем это по вкусу. Перемешиваем наш сочный, вкусный ужин. И сейчас я накрываю крышечкой и оставляю на 2 минуты для того, чтобы соль равномерно распределилась. Вот такую глубокую тарелку я отправляю в наш ужин, потому что он получается очень вкусным, очень сочным и с большим количеством подливки, именно так, как и любит мой муж, который меня сегодня просто убедил обязательно приготовить это блюдо, но я его убедила поделиться таким рецептом с вами. По такому рецепту желудочки получаются нежнейшие, легко накалываются на вилку и нет абсолютно никакого привкуса благодаря тому, что мы используем сливочное масло и большое количество лука. Он выступает как маринад, и поэтому желудочки готовятся намного быстрее. Обязательно попробуйте, рассказываю вам, а у самой слюнки текут, скорее будем ужинать. И вам приятного аппетита! Я очень рада, что сегодня с вами поделилась таким простым, как всегда, очень вкусным рецептом. Кстати, готовится все в одной посуде, что тоже очень удобно. Это мои любимые рецепты, которые готовятся в одной посуде, потому что не люблю мыть ее очень много. Обязательно пишите ваши отзывы, ваши комментарии. Любите ли вы желудочки, готовите, возможно, как-то по-другому и тоже очень вкусно. Обязательно делитесь вашими рецептами. А вот здесь появятся еще наши новые, полезные, интересные и, конечно, очень вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра, ну и, конечно, ужина, который понравится вашему мужу.